Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Обзор выходного дня. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие изменения в СОТ СФТС произошли и, соответственно, какие, исходя из этого, ожидать движения на предстоящей неделе. Во-первых, хотел выразить соболезнования по поводу 11 сентября. 20 лет со дня этой страшной трагедии, которая произошла в 2001 году. Мир разделился на до и после. Надеюсь, что подобные вещи больше никогда не повторятся. Так, друзья, давайте перейдем к календарику событий. В пятницу вышел ВВП квартальный по России, рост 10,5% за год. Предполагалось 10,3%, вырос чуть больше, чем предполагалось. Но здесь в чем заключается нюанс? Нюанс заключается в том, что это не коррелирует с тем, как выросла цена на нефть. Кто-то скажет, но у нас же экономика, она вроде как заявляется, не зависит от цен на нефть. Но дело в том, что у нас экономика последние годы и не росла. И поэтому то, что она снизилась меньше других экономик, это означает, что у нее просто не было никакого запаса на восхождение, который, допустим, был у Европы или у Соединенных Штатов. Поэтому на самом деле, конечно, хорошо, что есть рост, хорошо, что он больше прогноза. Но с другой стороны, надо четко понимать, что этот рост, он не такой позитивный, как у тех же Соединенных Штатов, у Европы. И потом этот рост, который происходит, он идет на фоне закрытия предприятий малого и среднего бизнеса. Соответственно, этот рост, он является экстенсивным. Экстенсивный рост, как правило, в большинстве случаев на основании анализа ретроспективной информации не ведет к росту реального благосостояния граждан. Так, далее Соединенные Штаты, продолжается рост буровых установок, активных, общее количество. Но это говорит о том, что никто не сбрасывает нефть со счетов, соответственно, все равно ожидают, что спрос на нефть будет, ну, как минимум, где-то плюс-минус такой же, как и есть. Но и с другой стороны, то, что их такое количество насверлили, это, конечно, не очень хорошо, потому что если какая-то просадка возникнет, то, соответственно, это будет удар по нефтяной отрасли. Так, друзья, но если переходить к графику цен на нефть, месячный таймфрейм, то здесь получается следующая картина. Мы видим, что здесь, по сути дела, уже произошел разворот по месячному таймфрейму, и нефть должна начинать проседать, ну, хотя бы на $50 за баррель по бренту. Однако такого не происходит. Не происходит, потому что спрос достаточно высокий. Конечно, есть все основания полагать, что в четвертом квартале спрос немножко упадет, но тем не менее, исходя из той конъюнктуры, которая сейчас складывается, наиболее вероятно, что на предстоящей неделе мы не увидим снижения цены на нефть. По крайней мере, скорее всего, движение будет в боковике 70-72,5 за баррель. Возможен, конечно, задерг на 66,25, но пока для какого-то снижения ощутимого оснований нету. Так, ну и вот, если переходить на недельный таймфрейм по нефти, то здесь мы имеем, что нефть, она по сути подошла к боковику, и она какое-то время должна походить в боковике. Попытка сломать нефтяные цены и направить их в нокаут, она не удалась. Но в то же время пока что нельзя сказать, что отскок, который произошел не так давно, он достаточно бодрый. То есть здесь ситуация, она 50 на 50, и поэтому, скорее всего, на предстоящей неделе мы получим боковик. Но далее у нас на носу 18 сентября, и оно может все очень сильно потрясти. Но с учетом того, что 18 сентября это суббота, то весьма вероятно события будут разворачиваться либо 17 сентября в пятницу, либо 20 уже в понедельник. Так, друзья, дальше давайте пойдем по календарику. По алюминию рост лонгов, но с алюминием ситуация понятная. Там вызвали дефицит бокситов, соответственно, из-за этого взлетели цены на алюминий. Акции алюминиевых компаний улетели в космос, можно сказать. Но смотрите, на самом деле, по моему убеждению, эта ситуация с переворотом в африканской стране и, соответственно, рост цен на алюминий, ну, мое субъективное мнение, она, в общем-то, искусственно взвинчена. Потому что бокситы есть везде. Везде, абсолютно в земле, есть бокситы, из которых можно делать алюминий. Вы не сможете добывать медь
где захотите, потому что меди на уровне десятой, там даже не десятой, сотой проценты от массы земной коры, вы не сможете добывать титан, потому что его 0,5%. Железо даже не сможете добывать, его 4,5%. Потому что действительно нужно найти месторождение железной руды, там оксида железа или перита. Но с алюминием все совсем по-другому. Земля и сама почва, камни, они все в себя включают в состав алюминия. И поэтому, по сути, бокситы и глину ее можно брать где угодно. Когда начинают говорить о том, что там особые сверхчистые бокситы в этой Африке, ну как бы и из глины, ну, более концентрат, очистить ее от примесей и так далее, от обычной глины, которая везде в России есть, эта задача, она далеко не сложная. И когда говорят, что вот там из российской глины там выплавлять это высокие там трудозатраты и так далее, ну, ребят, вы что, вы Теслу делаете или там, не знаю, космические корабли, в чем проблема там, не знаю, очистить глину, там, увеличить концентрацию оксида алюминия, если с этим есть сложность. Эта задача, она совершенно не сложная и не дорогостоящая. Поэтому вот для меня большая загадка, зачем из Африки, там, из Ганы, еще откуда-то возить бокситы, когда они есть везде. Так, ну с алюминием на самом деле пока не до конца ясно, сколько эти страсти продлятся. Здесь, с моей точки зрения, просто ищут все подряд, что можно это сам выдернуть и в космос запустить, и запускают. Можно там с алюминием это дело замутить. Замутили с алюминием, там, еще с чем-то там. Я думаю, сейчас такие истории, их будут искать как горячие пирожки. Ну, а та же ситуация с Мечелом. Но с Мечелом там он давно ждал своего часа, и там просто буквально искра должна была упасть на пороховую бочку, и все бы случилось. То есть как раз вот с Мечелом она ситуация была, ну, достаточно, скажем так, с фундаментальной точки зрения предсказуема. Но вот с ценами на алюминий и как следствие все эти движения, ну, с моей точки зрения, это просто искусственно созданная ситуация за счет того, что много ликвидности, которая куда попало, утекает. Так, друзья, по меди спекулянты немножко нарастили лонги. Обращаю внимание, что я ориентируюсь на вот эти значения. Это позиции на Чикагской бирже нон-коммерсов, американских спекулянтов, которые фиксируются на вечер вторник. Информация об этом публикуется в пятницу вечером. Но несмотря на такой временной лаг 3 дня, есть определенная закономерность между тем, как меняются эти позиции, с тем, что происходит с активом, с движением его цены на следующей неделе. Есть разные позиции, там есть нон-коммерсы, есть фонды и так далее. Можно их расчленять сколько угодно. Я пришел к выводу, что для меня, во всяком случае, более понятны действия нон-коммерсов. Так, друзья, далее мы возвращаемся к нефти. И мы видим, что по нефти небольшое снижение лонгов у спекулянтов произошло. Ну, совсем крошечное, там чуть больше 1%. Вот. Ну, здесь все указывает на то, что нефть будет в боковике. На самом деле сейчас самые разные прогнозы пошли. Кто-то уже сообщает, там, по-моему, если не ошибаюсь, Голдмана, по-моему, прогноз недавно опубликовали о том, что из-за снижения капитальных затрат у нефтяных компаний в обозримом будущем может быть цена на нефть $200 за баррель. Ну, такое в принципе возможно, но в ближайшее время, я думаю, вероятность такого события крайне невысока, крайне. И потом еще большой вопрос, как это движение будет протекать. Скорее всего, даже если оно будет протекать, это будет к следующему лету. Потому что сейчас у нас период турбулентности, закрытие третьего квартала, все вообще может обрушиться. Потом окончание автомобильного сезона в Соединенных Штатах. С Китаем там ситуация непонятная, что там у них происходит. Там то вроде бы ужас, то не все так плохо. Вот, поэтому я думаю, нефть, скорее всего, действительно будет в боковике до конца года. При условии того, что мы успешно пройдем конец сентября без обвалов. Так, друзья, далее смотрите, по золоту. По золоту произошло снижение лонгов. День труда испортил неделю для золота. Так, ну давайте вот возьмем дневочку, что мы здесь с вами по золоту видим. А видим мы с вами, что в пятницу на прошлой неделе, перед днем труда, из-за того, что вышла такая статистика по рынку труда, мы увидели рост. И, соответственно, в понедельник этот рост поддержали.
пока Штаты отдыхали. И потом все это дело пошло на спад. Не очень, конечно, хорошо то, что мы вышли из диапазона 1794-1792, но с другой стороны, прямо такого ража нападения я здесь не наблюдаю. Поэтому весьма вероятно, золото на предстоящей неделе пробудет в боковике. Этот боковик снизу будет ограничен значением 1780-1782, ну и сверху у нас 1800. Вот 18 долларов. Красота для хождения. Вот. Если все-таки будет пробой 1780, неотработанная цель есть на 1750 и на 1725. Возможно, короткие удары по этим целям и потом возврат в диапазон 1780-1800. Так, друзья, далее смотрите, интересная ситуация развивается с американскими индексами. По NASDAQ идет переход из отрицательной зоны в положительную зону. То есть американские спекулянты на предстоящей неделе делают ставку на то, что хай-тек американский какой-то будет периодически показывать рост. Ну, это знаковое событие, когда происходит прохождение нулевой линии. Оно, как правило, указывает с высокой степенью вероятности, что пойдет переток капитала именно туда. Вот. Поэтому на предстоящей неделе можно ожидать весьма вероятно каких-то отдельных прекрасных историй по хай-теку. По крайней мере, американские спекулянты делают ставку именно на это. Далее, то, что касается широкого индекса S&P, но здесь все говорит само за себя. Здесь ставка на то, что предстоящая неделя она принесет боковик. Но у нас как бы на горизонте 18 сентября, то есть 17 и потом 20 понедельник. Вот это как раз те даты, когда все может очень крепко пошатнуться. Если мы их успешно пройдем и не завалимся, тогда наиболее вероятно мы получим заслуженное новогоднее ралли. Так, друзья, ну вот по Америке на предстоящую неделю можно резюмировать следующим образом. Основные американские бумаги в боковике, истории, которые затрагивают американский хай-тек. Потом отдельно посмотрим, какие их весьма вероятно будут пытаться выдергивать наверх. По крайней мере, диспозиция в NASDAQ и S&P 500, она указывает на то, что именно таким образом будет развиваться ситуация. Далее, природный газ. Ну смотрите, здесь идет снижение шортов. Я так подозреваю, что кто-то очень крепко встрял на шортах по природному газу. И вот эта динамика, когда идет бурный такой рост цен на природный газ, она, конечно же, связана с тем, что предложение не удовлетворяет спрос, поэтому растет цена. Не надо там каких-то иллюзий строить, что вот там какие-то там спекулянты что-то там накупили. Нет, спекулянт он действует как катализатор. Если есть дисбаланс спроса и предложения, спекулянт просто усиливает движение. Вот и все. Соответственно, есть дисбаланс, есть нехватка газа. На фоне этого идет рост цены. Помимо этого, если рассматривать позиции американских нонкоммерсов, кто-то, как сказал капитан какой-то там английский, вы крепко сели на мель, сэр. Вот, видимо, кто-то не рассчитал свои силы и очень сильно нашортил природный газ. Так, друзья, идем далее. Далее серебро. Вот смотрите, по серебру ситуация отличается от золота. По серебру делают ставку на то, что серебро на предстоящей неделе будет расти. Если проводить аналогии и корреляции, то мы с вами можем увидеть здесь, в данной конкретной ситуации, что NASDAQ указывает на то, что идет рост в хай-теке, и, соответственно, серебро тоже начинает подтягиваться. Я думаю, что вот именно в данной коннотации сейчас это взаимосвязанные процессы, потому что серебро, оно является необходимым компонентом для так называемой новой экономики, которая сейчас восходит, активно развивается и требует соответствующих материалов. Помимо этого, серебро было недооценено относительно золота длительное время, и текущая ситуация, она благоволит для серебра. Ну и, кстати, если посмотреть частоту упоминаний слова серебра, то последние 2 недели оно как-то начало подрастать. То есть такое ощущение, что кто-то пытается создать информационную ауру для того, чтобы серебро начало подниматься.
Так, друзья, далее канадский доллар. Что-то в канадский доллар не верят, его спекулянты шортят и ждут, что он будет проседать. Так, далее, японская иена. Но здесь боковик. Японская иена колеблется относительно доллара. Оформленного движения здесь не предполагается. Ну, и дальше, конечно же, наши любимые рубль и евро. Но, как вы видите, по рублю к доллару достаточно большое количество шортов, 20 тысяч. Да, есть небольшое изменение, там на 6 тысяч снизили количество лонгов. Но я думаю, эта ситуацию кардинально не меняет. В рубль пока что верят, никто от него не избавляется. И поэтому, судя по настроению американских спекулянтов, на предстоящей неделе никто не ожидает Армагеддона по рублю. Но есть 17 сентября, есть 20, которые окружают 18. Вот здесь могут разразиться драматические события. Там есть определенные движения по Америке. Там и перекладка опционов, и подготовка отчетности, и сведение балансов, и много чего другого интересного, то, что должно произойти. Ну а 20 сентября в России завершатся выборы, тут как бы дополнительный фактор. Но с другой стороны, до 20 сентября еще надо дожить. Эта неделя, она предстоит очень много интересных событий для нас. И поэтому на предстоящей неделе американские спекулянты не делают ставку против рубля. Они ждут, что рубль будет устойчив, ну или по крайней мере находиться в боковике. Рубль-доллар мы с вами смотрим каждый день, иногда даже по 2 раза, поэтому здесь, я думаю, мы все держим на контроле и никакую возможность не упустим. Так, друзья, ну и евро. Евро-доллар, здесь ставка на то, что евро отскочил и начал расти против доллара. Ну и, наверное, у вас возникает вопрос по поводу решения Центробанка. Но смотрите, здесь на самом деле я не ждал, что будет такое решение. Я думал, что все-таки решение будет несколько другим. Но, как показывает практика, в Центробанке очень много интриг и неординарных идей. И очень сложно все эти идеи, которые фонтанируют оттуда, держать на контроле и постоянно понимать, что они будут делать. Но с другой стороны, есть, в общем-то, достаточно общее правило. Если намечается какая-то такая турбулентность, то, как правило, покупка валюты в большинстве случаев, она позволяет заработать, либо не потерять. В большинстве случаев, но не всегда. Так, друзья, ну, в общем-то, все. Основные моменты по SOT FTC, основные идеи я до вас донес, мы их обсудили. Если какие вопросы, пишите под видео. Спасибо за внимание, хороших выходных.